рулят пацаны с кнопочными телефонами, которые умеют добывать информацию с помощью правильно примененного паяльника. Потом вот висит этот бедный человек. Нужно рассказывать историю. Люди верят в истории. Ну, это нереально. Кто такой Арестович? Должность у него какая? Для меня это просто белый шум в повестке. Давайте по-простому. Народ сейчас, я скажу грубо, но зажирался. Это не работает вообще. Что нужно поменять? Таких шагов было бы не один, не два, а все 150. Кизлярские ножи или финки ЛГБТ? Добрый день, друзья! Меня зовут Любовь Киченко, обозреватель канала Лен ТВ24. И сегодня с нами Михаил Звинчук, владелец медиасети «Рыбарь», и Валерия Звинчук, креативный директор медиасети. Добрый день. Здравствуйте. Михаил, Украина ввела против вас персональные, экономические и прочие ограничения. Как вам жизнь под санкциями? Это очень смешно, что на Украине решили ввести против меня санкции, потому что, давайте так, когда Россия против кого-то вводит санкции с российской стороны, весь мир начинает смеяться и говорить про то, что ха-ха-ха, мы не поедем в Сибирь больше, мы не побываем в русской бане, а не очень-то и хотелось. Мне тоже не особо хочется побывать на Украине и уж тем более получить орден Бандеры или что-то в этом духе. На Украине я был крайний раз в 2010 году. Потому что территорию, что Крыма, что освобожденных территорий, я считаю, территорией Российской Федерации. Вот. Конечно, хотелось бы побывать уже на территории Российской Федерации в том же Киеве, снова зайти в Киево-Печерскую лавру. Но это, я надеюсь, дело ближайшего будущего. А так, ввели санкции, ввели. Опять же, список огромный, там порядка 200 человек, и я там вместе с Юрием Лозой, этот факт меня повеселил еще больше. По крайней мере, Семен Пегов. Конечно. Компании. Нет. Да, Семен Пегов, многие другие военкоры, наш хороший друг Владлен Татарский, он же Максим Фомин, Борис Рожин. Людей, которые занимаются какой-то информационной деятельностью, в этом списке много. Как много и обычных музыкантов, и просто лиц, которые допускали какие-то неприятные украинской власти высказывания. А что только сейчас-то они решили? 198 человек записать. Видать, инфоповоды кончились, либо миротворец не работает. На миротворце я вообще 2018 года, когда вскрыли полностью списки Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны, вместе с номерами телефонов и личными данными вывалили туда. Так что, в принципе, в каком-то ограничительном списке со стороны Украины я уже более 4,5 лет. Первая неделя Нового года завершилась масштабными ударами вооруженных сил России по территории Украины, по объектам энергетической инфраструктуры. Пострадал дом в Днепре, в Днепропетровске. И символом, мгновенным медийным символом этого удара стала девушка в ванной. Были подготовлены фотографии для мировых передовиц, постеры, графические различные дизайны, арты. Вот хочу спросить Валерию, как креативного директора «Рыбаря», как оцениваете вообще эту машину, по производству эмоционального контента на основе таких новостей, и чем мы отвечаем? Так сложилось, что в нашей стране очень жесткая централизация органов власти, которые принимают решения, запускать ли какие-то креативные решения, арты, постеры в работу, либо нет. Да? То есть мы зацикливаемся на том, что у нас есть, допустим, креативные ребята, которые могут вот так вот можно что-то придумать. И не отвечать, потому что тогда мы принимаем позицию защиты, это априори неправильно, да? А именно придумывать что-то свое, что-то освещать то, что интересно, и не забывать о главной цели, СВО, в принципе, о главном элементе СВО, это люди. Отличие, допустим, Запада от нас, то, что любой талантливый художник, дизайнер может выложить в любой соцсети свои какие-то работы, и это могут заметить. У нас это практически невозможно. То есть там исполнителя средней руки рассматривают вполне для каких-то серьезных вещей. Есть четкое понимание, ощущение, что Запад помогает Украине в создании этих артов, то есть там подключилась машина? Конечно, это безусловно, там и государственное финансирование идет, это мое мнение, потому что там и сильное и западное финансирование, и государственное, потому что творцы, то есть учитывая, как вы сами сказали, массу различных постеров и насколько быстро это все делается, когда есть достаточное финансирование, люди не думают, на что там семью прокормить, как жить, то есть у них это полноценная работа, и они могут творить, и за это получать. Здесь еще другой важный момент. В создании западного мира превалирует такая штука, как выгода.
То есть, если что-то появляется новое, если появляется что-то яркое, это можно и нужно использовать, потому что ты можешь это обратить в некий гешефт для самого себя. У нас этого нет. У нас, как только ты говоришь про креатив, либо про какой-то нестандарт, все боятся нести ответственность, потому что это что-то новое, это нужно защитить, это нужно тонну бумаг и согласовать для того, чтобы это продавить. В ситуации с домом официальная украинская пропаганда, так же как и украинское ПВО, дала сбой. То есть там произошли вот эти метания. Сначала, что это якобы наша ракета туда целенаправленно прилетела, потом Арестович внезапно тут же заявляет, признает, что это отработало украинское ПВО. Что происходит, вот что произошло на примере этого кейса с украинской пропагандой? Кто такой Арестович? Должность у него какая? Помощник президента, советник. Неофициальный, внештатный, самопровозглашенный зачастую советник, из которого сделали просто главного успокоителя украинского народа. Что, ребят, все хорошо, все работают, все замечательно. У него работа звездеть на камеру и создавать инфоповоды, которые будут ретушировать окружающую действительность. Кроме того, он используется для различных, как информационных вбросов, так и создания трений между различными органами исполнительной власти, органами военного управления, для того, чтобы создавать искусственный конфликт, кого-то провоцировать и раздувать это сверх меры. Что у нас сейчас есть? У нас сейчас российские телеграм-каналы, российские обозреватели все радуются, что Арестович сказал такую версию, что эта ракета ПВО сбила российскую ракету, но упала на этот подъезд и дома нет. Давайте будем объективны. У нас получается так, что благодаря такой легализации Арестовича, как медийного лица, на которого можно ссылаться, он получает в российском инфополе какую-то достоверность, что ли, или что-то в этом духе. Но, знаете, в этом всем вопросе мы знаем ключевую точку зрения. Российские войска никогда не стреляют по мирным объектам просто потому что. В отличие от украинской стороны. Давайте будем объективными. Мы даже сейчас не берем историческую точку зрения, что русская армия просто кого-то бомбит, потому что этого хочет. Да у нас средств огневого поражения не хватит на это. Если мы их будем тратить на то, чтобы бомбить случайные жилые дома, то нам нечем будет вести боевые действия. Мы не можем так разбрасываться ракетами. Мы не можем этим так разбрасываться. Что же касается Арестовича, все получили шоу. Все получили шоу, которое позволило отвлечь всеобщее внимание. Он с мэром Днепропетровска ругается, то извиняется, то оправдывается. Повестка забита. В это время разворачивается новая волна мобилизации, люди получают повестки, под Бахмутом обмораживают все ноги, пальцы, и их трупы складируют прямо на улицах. Никто про это не говорит, зато все обсуждают слова Арестовича. По-моему, получилось с точки зрения заказчика этого конфликта достаточно неплохо. То есть это шаг по отвлечению внимания, чисто политтехнологии. Слушайте, если бы у меня были такие ресурсы, как там, таких шагов было бы не один, не два, а все 150. Но это же делается достаточно просто. Как раз говоря о Бахмуте, Солидар пал. В Бахмуте у ВСУ тяжелейшее положение. И поделитесь последними новостями, сводками с фронта, какая там обстановка и насколько вероятен наш ближайший выход к ключу Донбасса. Это, соответственно, рубеж Славянск-Краматорск. ЧВК «Вагнер» закончили чистить сам город еще пару дней назад. Показывали тела и взятых в плен. Потом началась зачистка шахт, была взята железнодорожная станция «Соль», и сейчас развивается наступление на юго-западную окраину в сторону Красной горы и Парасковьевки. Это, получается, позволяет обогнуть Бахмут с северо-восточной стороны. И несмотря на то, что Солидар пал, не нужно это превращать в какую-то огромную победу, что оборона ВСУ вот-вот посыпется. Нет, этого не происходит, потому что, как мы видим, ресурс людей у них, не то чтобы практически бесконечен, но в отличие от российской стороны, они хватают всех, и обучение мобилизованных у них поставлено на поток. Не так, как у нас, к сожалению. Я не думаю, что в ближайшее время Бахмут падет. То есть, да, до этого, бесспорно, может пройти месяц-два, но даже если он падет, украинские формирования успели подготовить вторую линию обороны. И продвижение к Краматорску и Славянску, оно не будет таким простым.
Хотя, кстати, в информационном пространстве вроде как украинцев начали готовить к тому, что это стратегические решения, и Бахмут надо, в общем, оставлять, наверное. А то Они чё много? спокойно эти решения проглатывают. Они точно так же проглотили решение по оставлению Лисичанска и спокойно вышли оттуда. Они просто говорят своему населению, что этот город не имеет важного значения. Всех, кто хотел, мы эвакуировали, мы хотим сохранить войска. Все. И люди, которые постоянно теряют родных и которые не хотят, чтобы их близких мобилизовали, потому что не хватает войск, это решение проглатывают. Параллельно произошел молниеносно целый ряд кадровых перестановок. Кто-то их воспринимал как повышение одних, понижение других должностей. Поделитесь, пожалуйста, как канал «Рыбарь» оценивает назначение и смены должностей Герасимов, Суровикин, Ким, Никифоров. Давайте поговорим об основном. Если мы говорим про командование общевойсковой объединенной группировкой войск сил в зоне специальной военной операции, которую возглавил нынче начальник штаба Валерий Герасимов, то, как лично мне кажется, на данный момент Суровикин был использован в качестве некоего человека, который примет непопулярное решение, который придет, начнет наводить порядок, что, собственно, и произошло, чтобы потом в медийном плане его взять и подвинуть, заменить на действующего военачальника, который получит свои лавры и продолжит вести спецоперацию, которую он и планировал. Того же Кима я прекрасно знаю по военной операции в Сирии, что мои близкие товарищи, что я с ним контактировал, его все характеризовали как исключительно грамотного человека, который обладает необычайной для генерала гибкостью, возможностью слушать своих военнослужащих и слышать их. И может даже вышестоящий штаб, который говорит ему какое-то решение непопулярное, точнее не то, что непопулярное, оторванное от действительности, он может его культурно послать куда подальше и объяснить, в чем это командование неправое, и это командование с этим согласится. Ну, у человека есть такой талант. В каком случае стоит ожидать открытия Второго фронта и наступления союзных войск со стороны Белоруссии? Когда репки? Смотрите, Белоруссия сейчас используется в качестве такой буферной зоны, как для переговорного процесса между российской и украинской сторонами и Россией и Западом, так и для проведения всяких теневых коммерческих операций. Мы возьмем, допустим, тут уже покупку товаров, все идет через Беларусь. И по моему мнению, если здравый смысл проиграет перед целесообразностью, начнется операция вот этих вот всех сливок и того, чем мы пользуемся сейчас, мы рискуем лишиться. И при этом у нас, опять же, повторюсь, это мое мнение, армия союзного государства для выполнения задач по своему предназначению в рамках наступательных операций сейчас не очень-то и готова. Потому что, как показал опыт специальной военной операции, когда она началась 24 февраля, российская армия оказалась не полностью боеготова. Что уж говорить об армии Беларуси, которая пребывает сейчас примерно в том же состоянии, в котором была российская армия почти год назад. Поэтому мое личное мнение, что наступательная операция, если откроется вдруг второй фронт, чревата огромными рисками военными. И из-за этого Белоруссия рискует превратиться из буферной зоны, через которую ведется какой-никакой диалог, в том числе по обмену пленными, либо другим важным вопросам, мы и этой возможности лишимся. Я не говорю, что этого делать не надо, я говорю только про то, что при принятии такого рода решения нужно все взвешивать. Генерал-лейтенанту Евгению Никифорову ему отдали, как говорят, самый проблемный округ, Западный военный округ. Это уже 4-й командующий, как я понимаю, за период специальной военной операции. Какие проблемы его ждут, с чем ему предстоит столкнуться? Почему так ЗВО называют? ЗВО называют так из-за наших парадно-строевых дивизий, у которых и армии, у которых было все хорошо на парадах, на показательных учениях, а в реальности в боевых действиях они себя зарекомендовали достаточно плохо. При командующем Журавлеве мы
не смогли взять Харьков, было принято очень много плохих организационных решений. И затем были, получается, достигнуты стратегические оплошности, то есть руководство округом не слышало докладов с мест, не хотело в них вникать, либо на каком-то определенном этапе шел элемент ложных докладов. Ну, ложные доклады есть везде и всегда, это факт, либо их, возможно, здесь было просто больше. И это привело к тому, что под Балаклеей, Изюмом, Купинском случилась трагедия. И мы потеряли значительную часть территорий и местных жителей, которые поверили в Россию, что Россия здесь навсегда. Это произошло по вине недолжной подготовки как войск Западного военного округа, недолжной их замотивированности, неспособности выполнить боевую задачу, так и некомпетентности командующих. После Журавлева все, кто был, они пытались разгрести и с этим бардаком справиться. И получается, Никифоров — это такой же человек, который пришел на эту должность, и ему сейчас нужно наводить порядок, пытаться переломить вот эту вот многолетнюю систему, при которой все пытаются друг друга выставить крайним и сбежать от ответственности. Потому что даже когда пришел Суровикин, которого называют самым требовательным из российских военачальников, руководить всей специальной военной операцией, проблемы на среднем уровне, они никуда не делись. Какие как раз в этой связи более широкие, актуальные на сегодняшний день проблемы связаны с мобилизацией либо с оснащением фронта? Буквально недавно Telegram, собственно, был завален и видеообращениями, и какими-то еще свидетельствами, да, и фотографиями, там, вплоть до ржавого оружия, и так далее, и так далее. Все это решалось в ручном режиме. То есть можно было четко сказать, какой список проблем испытывает огромный, и какие они конкретно есть. На сегодняшний день, что, вот как вы чувствуете, да, по обратной связи какой-то, которая приходит с фронтов, что удалось решить, и какие проблемы являются сейчас ключевыми на данный момент? Низкая дисциплина, отсутствие должной подготовки. Проблемы никуда не делись. Просто мы к ним привыкаем. Первоначально, когда шла подготовка мобилизованных, все вот это вот было в новинку. Что вот проблема у нас при переброске эшелона, вот у нас проблемы при оснащении, вот у нас проблемы в процессе боевой подготовки, вот расселение. Но это никуда не делось. Вспомните хотя бы Макеевку. Трагедию под Макеевкой, когда в новогоднюю ночь погибло свыше 80 военнослужащих. Просто потому, что расселили людей вместо максимально компактного проживания, которое находится в прямой зоне досягаемости артиллерийских систем противника, несмотря там, на мобильные, не мобильные телефоны, без разницы, легко вычислить ППД, точнее пункт временной дислокации ПВД, где находится российская часть, и просто ее накрыть. Но это не составляет никакой проблемы. На линии соприкосновения все части более-менее уже пристрелены, они знают, чего ждать. Они сами окапываются, они сами знают, что делать. На второй, третьей линии обороны, где находятся мобилизованные, там проблемы. Люди расслабляются, людьми неким руководить. Повалены случаи того, что люди теряют голову от денег. То есть они едут в увольнение, либо еще куда-то снять деньги, либо полевые кассы есть. И потом они от скуки, от безделия, от недостатка опытных командиров ищут, чего бы намутить. Алкоголя, либо еще чего-то. Зачастую это приводит, прямо скажу, к трагическим последствиям. И вот эта вот нехватка дисциплины и, в принципе, тот подход, который исповедует, что у нас целиком сформированные части мобилизованных, это не работает. Их нужно менять и размешивать с опытными контрактиками, которые уже прошли горнило специальной военной операции и могут и леща отцовского дать, и в них есть авторитет, и они заставят людей нормально воевать. Конечно, это относится далеко не ко всем мобилизованным. Многие опытные мужики, которые пришли с гражданки с богатым житейским опытом, они самоорганизуются, они решают свои проблемы как с размещением, так и с каким-то оснащением, снаряжением. И зачастую дают прикурить и регулярным войскам. Но, к сожалению, процентного соотношения таких не так уж и много. Проблемы по медицине сохраняются. Допустим, есть случаи, когда у людей делают операцию, у них положена реабилитация, а командир, которому необходимо всеми правдами и неправдами восполнить потери, он гонит человека там, после операции на глазах обратно на фронт.
И, соответственно, операция может пойти куда-то не туда, и человек потеряет зрение. Везде играет свою роль человеческий фактор. И это основная проблема. Проблем у мобилизованных меньше не стало. Да, в рамках президентской рабочей группы мы сейчас выстраиваем линию взаимодействия со всеми органами исполнительной власти, Министерством обороны для скорейшего решения этих проблем. Но, к сожалению, до сих пор все приходится разбирать каждый случай отдельно. То есть нет универсального решения, чтобы взять и проблемы, которые вылились из-за многолетнего нефункционирующей системы такой вот массовой боевой подготовки и мобилизации, можно было решить здесь и сейчас. Как вы оцениваете работу военкоров по помощи как раз фронту и по информированию о том, что там происходит? Насколько эта сила вообще сработала? Это гражданская инициатива. Военкоры стали информационным щитом нашей Родины, взяв это самое информационное ружье в тот момент, когда грантовые структуры, органы информационного обеспечения оказались недееспособны. Они рассказывали о реальных проблемах, о реальном положении дел, несмотря на то, что на них потом заводили и уголовные дела, и угрожали личной расправой командира отдельных соединений. Они не боялись говорить правду и рассказывать о проблемах не для того, чтобы очернить русскую армию и дискредитировать ее, а для того, чтобы их решить. Сейчас быть военкором стало почетно. Я прекрасно помню времена сирийской операции, когда уже в 17-18 годах военкор в Сирии — это человек, который находится в пуле, который снимает какие-то сюжеты про то, как шьют сирийцы трусы и майки, и при этом он находится в зоне условных боевых действий, называет себя военкором. Нет. Сейчас военкор уже это по-настоящему крутые и мужики, и женщины, которые находятся на передовой, все снимают своими глазами, врываются следом за войсками с камерой наперевес и зачастую идут с ними в одних порядках. Они все находятся на самых опасных участках. Поэтому это, без сомнения, герои информационного фронта. А как вы относитесь к рекламе в их телеграм-каналах? Ладно, другой вопрос. Кизлярские ножи или финки ЛГБТ, НКВД? ЛГБТ, да. Слушайте, мы в свое время решили, что если совсем припрет, тоже будем рекламировать финки ЛГБТ. С другой стороны, я доподлинно знаю, что огромную часть средств, которые военкоры зарабатывают как на своих командировках, так и на вот этой рекламе, они тратят на поддержку подразделений, с которыми двигаются в боевых порядках. Поэтому мы можем смеяться, мы можем зубоскалить, но это лично дело этих ребят, и то, что они делают так, не иначе. Но они молодцы. Что? Буквально коротко. Список из основных принципов ведения информационной войны по визуальной части. То, что конкретная тема хороша здесь и сейчас. И нельзя выбрать какой-то один вектор, допустим, один образ, либо один эпизод, и только его мусолить с разных сторон и очень долгое время. Точно так же формат. Да, и то же самое формат. Ну, допустим, в свое время первые наши арты были посвящены военным специальностям. У нас выходила очень огромная серия безумно красивых артов, потому что мы хотели подсветить те военные специальности, которые участвуют в СВО. Да? И был очень большой спрос, и до сих пор периодически об этом вспоминают. Это было хорошо на тот момент. Да? В какой-то период времени было очень хорошо отобразить восстановленные разрушенные города. То есть мы с помощью нейросетей отрисовывали и дорисовывали наши художники, иллюстраторы, дизайнеры. Была серия восстановленных городов, то есть городов будущего. Когда это все уже закончится, что может быть и как может быть это красиво. Какой основной принцип хорошего визуала? Что использовать гибкость, да, и то, что хорошо здесь и сейчас, и сразу максимально быстро это использовать. Вот, допустим, давайте рассмотрим простой пример. Бабушку с флагом. Да, это самый, наверное, яркий такой. Но есть два ярких примера на эту тему. Первый — это бабушка с флагом, да. Это очень, насколько мне известно, очень большое финансирование этот проект получил.
да, в нашей стране. То есть это стало проектом с момента выхода видео, да? Нет, вообще бабушка, ну да, то есть как бы вот как растиражировали, как поднимали в медийном поле эту историю. Ну мы тоже делали, безусловно. Ну, Она да. сразу собрала кучу просмотров. И... Да, Видео хорошее, видео слезливое, видео замечательное. закончилось плохо. Бабушку даже не вывезли с территории, и потом чем это закончилось? Пришли ВСУшники, записали вместе с бабушкой видео, и она сказала, что любит ВСУ. Все. И все эти транспаранты, плакаты, все эти шествия в поддержку этой бабушки, весь этот, получается, псевдопатриотический лоск улетел в никуда. Почему так произошло? Просто потому, что было непонимание, неправильное целеполагание, назовем это так. Что он сказал Верховный главнокомандующий перед операцией? Что мы должны провести декоммунизацию Украины. В итоге какой у нас образ? Бабушка с флагом Советского Союза. С красным, да. Бесспорно, сторонники КПРФ, люди 50-60 плюс это восприняли исключительно положительно, а также их дети, которые в этом манере воспитаны. Вопрос, а мы на кого ориентируемся? Мы ориентируемся, может, на подрастающее поколение, которым нужно вкладывать какие-то мысли и образы в голову. Мы должны ориентироваться на творческую интеллигенцию, на людей 20-30 плюс, которые выросли при развале Советского Союза, знают, что после развала было плохо и худо, но при этом им нужно давать что-то новое, а не пережиток старого. Как мы будем бороться и в информационном поле показывать, что наше дело правое, если мы тиражируем образы прошлой эпохи, которые сейчас не работают? Мы отрисовали красивый арт в поддержку 155-й морской пехоты, и о их, скажем так, подвиги, я по-другому это не могу сказать, назвать это по-другому, да, в селе Мощун под Киевом. Да. И пока, скажем так, это не вышло на канале «Миллионники», не растиражировалось в Телеграм, да, даже не знали, что там эта бригада была, и вообще о том, что они там сделали, да, там действительно был подвиг. То есть вот он пример разницы, да, о том, что у нас освещаются и берутся за основу вообще не те примеры. И... Нужно подсвечивать подвиг людей, потому что наш ключевой ресурс СВО – это люди. Кончатся люди, кончатся боевые действия, кончится операция по освобождению, кончится война, которой нет, называйте это как угодно, да. Но если люди перестают верить в цель, если люди понимают, что то, что они делают, оно только для них самих, и никто об этом не знает, они теряют всякое понимание того, что будет дальше. Допустим, вот пример про ту же 155-ю Приморскую бригаду морской пехоты. В селе Мощун тогда ее затапливало водой, потому что украинские формирования подорвали Киевскую ГЭС. Или дамбу водохранилища, без разницы. И получается, бойцы морской пехоты вели бой с превосходящими силами противника в полузатопленной деревне. Звучит красиво? Красиво. Ты сразу же представляешь картину. У нас получается так, что снимаются единичные какие-то ролики, рассказы абсолютно клишированные о том, что есть вот боец, там, допустим, с позывным там, «Хищник» или кто-то еще, кто взял, подбил из ПЗРК 2 самолета, 2 вертолета, и он рассказывает, как работает его экипаж. У нас не создается впечатление какого-то цельного образа. У нас нет понимания, что человек действительно там был, он как будто отчитывается на камеру. Ну вот пришли представители, допустим, пресс-службы, либо обратились к губернатора: дружище, расскажи ты нам про свой подвиг. И он вот так вот на камеру рассказывает. А нужно рассказывать историю. Люди верят в истории, воодушевляются ими. В чем ключевая проблема? Что нужно поменять, чтобы начать эти истории рассказывать? То есть в чем проблема? В секретности пресловутой или как бы чего не вышло? Нет, абсолютно нет. Не в какой-то секретности, просто в том, что нету аналитических центров, очень мало, точнее, аналитических центров, где очень сильное дизайнерское ядро, и которое любую аналитику может переработать в красивую картинку. Простой пример. Помните видео, нашумевшие перед Новым годом, которые снимали про необходимость поступать на срочную службу, точнее на службу по контракту и зарабатывать деньги? Да. Конечно. Было проведено целое расследование, уверяли, что это все происки ЦЕПСО, еще кого-то. Нет. Это происки московских пиарщиков. Потому что есть заказ на то, чтобы создать что-то новое. Есть заказ на то, чтобы придумать какой-то продукт, который сработает максимально. Да, бесспорно. Уже выгребли первую аудиторию патриотическую. Условно, тех, кто действительно поверил в идеалы спецоперации, не успел в них разочароваться из-за неких решений, там, отступлений и прочего. Потом пошли по другим категориям граждан,
теперь решили идти по-простому. Вызывать к российскому обывателю, который живет в глубокой глубинке, которому не хватает денег. Сработает это с политтехнологической точки зрения? Бесспорно. Другой вопрос, что если мы опускаемся до такого уровня, то почему мы чураемся других грязных методов такой вот информационной борьбы? Лера абсолютно правильно сейчас говорит про важность аналитических центров. Мы вот эту тему поднимали еще в Телеграме в 2020 что ли году. Об этом говорили на форуме «Армия» ежегодном, что нужен национальный think tank, как это принято говорить, где будут пиарщики, где будут те-то, которые будут советовать, как себя вести и как выходить из правильных ситуаций. У нас же получается так, что, я извиняюсь за мой французский, рулят пацаны с кнопочными телефонами, которые умеют добывать информацию с помощью правильно примененного паяльника. Все. Что от этих людей ожидать касательно какого-то визуала, противодействия или чего-то еще? Ну вот тебе как демотиватор от Министерства обороны? Я называю Это белым шубом. Те постеры, которые я присылала? Да. Картинки, да? Вот поверьте, это сейчас высший пилотаж по местным меркам считается. Я понимаю. Я это воспринимаю все как просто белый шум в повестке. Ну, сразу видно, что сделано на скорую руку абсолютно непрофессионалами. Человек заступил на дежурство и просто выполняет план. Поиграть в фотошопе, я не знаю, либо такие картинки в Word можно делать. Ты берешь фотографию, накладываешь текст, все в продакшн. То есть для меня это выглядит так. Какая-то картинка, какой-то человек, какая-то надпись, все. Это не работает вообще. Для меня это просто белый шум в повестке. Все. Как бы, что оно есть, что его нет. Давайте по-простому. Народ сейчас, я скажу грубо, но зажирался. Клиповость мышления, ТикТок, яркие образы, вот это вот в него всего пичкают. И вы что хотите, чтобы население устроили какие-то псевдопатриотические плакаты, где... Точнее, наоборот, они патриотические, но не традиционно патриотические плакаты. С маленьким QR-кодом, фамилией, имя, отчеством, фотографией из личного дела. Вы будете про такого человека читать? Вот сколько раз вы лично, Любовь, проезжая по пробкам в Питере, навели телефон на плакат, который стоит вдоль дороги на билборде, и прочитали по QR-коду, что там написано? Ну, это нереально. В первую очередь по юзабилити пресловутому, да, просто простоте использования и, технология, которая не работает. Она работает. Вопрос в том, что она исполнена и выполнена. Нужно завлекать читателя, нужно завлекать зрителя, нужно ему это продавать. Плакаты такие не меняются с временем года. Допустим, в связи с погодными условиями они портятся. То есть и потом вот висит этот бедный человек, прости господи, и вот у него там пол-лица уже отклеено. Либо тот там, момент, когда лучше бы не делать. Да, побито градом, это же отвратительно. И никто даже об этом не задумывается, что это же наоборот, правда, вот негатив вызывает. Есть другие примеры хорошие. Сегодня, допустим, мы когда готовились к интервью утром, сидели, листали Телеграм и наткнулись на канале Росич марки, просто обычные почтовые марки, где изображены фотографии наших героев России, которые получили героя посмертно. Выполнено элегантно, красиво. Есть на заднем плане какой-то сюжет, который дает представление либо о принадлежности человека, либо о том, за что он именно получил героя посмертно. И вот это вот работает. Это просто патриотично, это небольшие усилия. Но это же кто-то додумался сделать. Ну вот чем нужно обладать, какими качествами, чтобы к этому прийти? Адекватностью. Чутьем. Чутьем. А как вам Заставный, например, который самоорганизовался в рамках своего канала, тем не менее у него регулярно выходят материалы, ну, по крайней мере, меня вдохновили его постеры как-то. У него свой прекрасный стиль. С Владом мы знакомы, мы общаемся, мы поддерживаем контакт. Точно так же ничего плохого мы не можем сказать о медиахолдинге «Ридовка», куда мы передавали по доброй дружбе львиную долю наших сотрудников, которые не прошли у нас отбор, да. Да. Они нашли себя там, у них другой формат, не такой, как у нас. И, в принципе, у каждого своя ниша. Даже если мы говорим про вот эту вот разрозненность, то, что, допустим, Заставный какие-то свои арты делает, Ридовка работает немножко по-другому, Рыбарь по-другому, да, мы все равно выполняем единую работу, просто у каждого свой кусок. И это здорово. Но вот бесформенная получается толпа дизайнеров, художников, которые что-то рисуют, что-то делают, их нужно самоорганизовывать. И здесь мы возвращаемся к вопросу о менталитете. Будь это на Западе, вы увидели образ, там, допустим, какие-то крутые арты просто по хэштегу, вы, будучи неким главредом, либо даже выпускающим редактором СМИ, просто спокойно это можете подхватить и растиражировать, и вам никто слова не скажет. У нас же редко кто решится на такое, потому что может прилететь.
Но мне кажется, вот этот принцип, лишь бы чего не было, он убивает все на корню как раз. Это да, и опять же, это все только в поле Telegram. Ну, вот прям массово, что это могут там... Ну, потому что То есть, это, в да. принципе, максимально независимая площадка на данный момент. И Это площадка, оказывающая влияние на политическую конъюнктуру, по крайней мере, на публичную политическую конъюнктуру. Бесспорно, в ВК и в Одноклассниках это тоже есть, но трендсеттером стал Telegram. в чем принципиальный успех Рыбаря с точки зрения визуала, когда вы поняли, что вы понимаете, что нужно читателю, что нужно зрителю в первую очередь, с точки зрения визуального контента? Михаил говорил про клиповость мышления, да, что люди любят яркую картинку. А еще когда она точно выверена аналитически. И, допустим, если взять наши арты, у нас вот выходило несколько картинок серии «Лихо», «Русская лихо». Там мало того, что мы показываем деятельность различных бригад, да, бригад, которые участвуют в СВО, там чем больше всматриваешься в картинку, тем больше видишь интересных деталей. Да, то есть эту картинку хочется рассматривать. То же самое там наши карты, к примеру. Да? То есть ты видишь обстановку, тебе интересно, вот там я помню, допустим, там какой-то родственник, там, либо там друг жил примерно вот в этой области, а что там происходит, да? Ты увеличиваешь карту, уже смотришь, тебе более интересно. С началом СВО на карты был огромный спрос. И я помню прекрасно, как они появлялись, и я следила, сохраняла себе, потом просто следующим постом автор писал, что с ним связались сверху и запретили публиковать это. Да, я помню, это автор, по-моему, Ник Dragonfirst. Это очень известный картограф. По-моему, он связан был и с Фрунзенской набережной, и получал оттуда данные. И на его карты был огромный спрос. Но мы изначально позиционировали себя не просто как аналитики, а люди, которые могут работать с открытыми данными. И поэтому, когда к нам в команду пришла Лера и подстроилась и под мои требования, поняла, чего я хочу, отладила весь визуальный ряд, она точно так же начала... В первую очередь у нас карты пошли, да. То есть первое, что мы делали, это визуально, это были карты. Она начала, получается, выстраивать всю систему. И, знаете, как мы говорили, успех того, что читают твои карты, это не то, что тебя цитирует Институт изучения войны, Нью-Йорк Таймс, еще какие-то западные издания. Да? Это было. Это у нас постоянно, у нас самый цитируемый из российского милитари-сегмента телеграм-канал на Западе. Потому что ссылаются на наши аналитические обзоры и так далее, уже какие-то псевдопатриотические, точнее, псевдопророссийские турбопатриоты говорят, что нас за это нужно привлечь, потому что на нас чаще всего ссылаются на агенты. Да просто мы освещаем обстановку, вот и все, в отличие от остальных. Это грамотная информация, переведенная на нужное количество языков. Показатель успеха то, что любые наши новости, даже слухи, которые мы публикуем, что говорят, либо по информации там птички нашептали или что-то еще, это воспринимают как информацию некоего органа, который говорит в последней инстанции, что это уже случилось. То есть для всех на Западе, учитывая то, что многие изучали, как в России все работает, это вот жесткая централизация, в их картину мира не укладывается, что есть некий телеграм-канал, который ведет бывший военный офицер, да, и, учитывая свой опыт, исключительно из открытых источников публикует свои прогнозы. Для них это то, что мы спускаем все как-то точнее, то, что мы делаем все по разнарядке от ГРУ, от Главного управления Генштаба. В их понимании по-другому быть не может. Это просто какая-то область фантастики, да? Все просто. Работа с скрытыми источниками. Нас клевали за то, что вот противник использует снимки Maxar. Почему вы покупаете у западного провайдера эти снимки? Зачем вы за это платите деньги? Да потому что у нас с российской стороны невозможно ни у кого купить снимки. Нет таких площадок, где ты просто придешь, зарегистрируешься, разместишь заказ. Да, понятно, что из российского пространства это нужно делать через пень-колоду. Но нет таких, как маркетплейсов, где можно купить просто снимки и посмотреть. Некуда. Некуда. Да. Мы пользуемся западным инструментом. Что в этом плохого? Для пробива людей мы точно так же используем западные инструменты. Мы этого не стесняемся. Господи, это пишут те же самые люди, которые работают не с Linux, а с компьютера на Windows, и у которых телефоны на Android либо iOS. Михаил, Валерия, спасибо огромное за эту беседу, за честные ответы, неформальные во многом. Это сейчас и нужно, мне кажется, в наше время. Спасибо вам за беседу. Спасибо.